Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на семейном канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. В одном из предыдущих видео мы экспериментировали в лоскутной технике Синель. От той работы у нас осталась пара симпатичных заготовок длиною 42 см, а шириною 20 см. Сегодня мы хотим сделать из одной заготовки небольшую сумочку. Если вы не видели предыдущий ролик о изготовлении заготовок в технике Синель, то я коротко расскажу. Из бывших джинсов вырезали лоскуток длиною 42 и шириною 20 см. Этот кусок у нас будет основой. Лицевая часть будет внутренней частью сумки-косметички, а изнаночная часть будет рабочая. К этой стороне мы будем крепить лоскутки разной ткани. Все слои нашей синели будут из хлопковых тканей. Вначале выкладываем лоскутки более светлых тонов в синей цветовой гамме, а потом переходим к более темным лоскуткам. Самый последний лоскуток в стопке будет самым нарядным, с рисунком на темном фоне. У нас получилось всего 6 слоев. Один – это джинсовая основа, и 5 слоев хлопковой ткани. Все лоскутки, кроме лицевого, раньше были вещами. И вот теперь эти ткани получили вторую жизнь. Материал у нас раскроен так, что волокна расположены параллельно сторонам, вдоль и поперек. То есть либо по долевой, либо по поперечной. Теперь наша задача зафиксировать слои между собой булавками. Скололи ткани булавками, теперь делаем разметку по косой. У нас на коврике есть разметка 45 градусов. Прикладываем линейку и чертим разметку швейным мелком. Если есть подходящая по размеру лапка, можно начертить одну полоску, а потом просто отступать, например, на ширину лапки. Но у нас сейчас нет подходящей лапки, поэтому будем расчерчивать все полотно. Расстояние между строчками у нас 1,5 см. Прострочили всю заготовку. На ней еще видна разметка от мелка. Так заготовка выглядит с обратной стороны. Теперь берем ножницы и разрезаем все слои посередине между швов. Разрезаем все слои ткани, кроме джинсовой основы. Мы прорезали все слои на заготовке. Теперь нужно распушить ткань. Можно делать это по-разному. Растрепать руками или щеткой. Мы сразу постираем. Так будет надежнее. Не хочется, чтобы нитки сыпались из готового изделия. Вот такая заготовка у нас получилась. С одной стороны она пушистая, а с другой стеганая джинсовая ткань. Под нее мы и будем подбирать материал на боковые части, нитки и бейку. Складываем заготовку пополам и достаем из закромов купленный по случаю на распродаже металлический фермуар. Вставляем заготовку в фермуар и примеряем материал. Сейчас необходимо определиться с размерами боковинок сумки. Симметрично фиксируем фермуар и замеряем расстояние от края крепления фермуара до края заготовки. У нас получается 12 см, то есть размер боковой части будет не больше 12 см. Вырезаем квадрат из джинсовой ткани 12 на 12 см. Потом дважды подгибаем один уголок квадрата и прошиваем его на машинке. Прошили уголок. Прикладываем квадрат к заготовке подшитым уголком под шарнир фермуара и нажиуливаем светлой контрастной ниткой. Способ довольно простой. Я бы даже сказал примитивный, но очень надежный для тех, кто не часто шьет такие вещи. Это то, что нужно. Тут вы точно не промахнетесь с размерами боковинок и припусками на швы. Нажиулили квадрат белой ниткой. Квадрат значительно больше по размеру, чем нужно. Зато при таком грубом способе у меня всегда есть место для маневра. Причем технология одна и та же, независимо от формы фермуара. Нажиулили, обрезаем все лишнее. Обрезали все лишнее. Получается небольшая круглая боковинка
в форме лепестка. Делаем вторую, точно такую же для другой стороны сумки. Сделали боковинки с обеих сторон сумки. Теперь обрабатываем края косой бейкой. У меня есть вот такая стильная бейка под джинсу. Обшили края косой бейкой. Даже моя простенькая швейная машинка справилась с этой работой, хотя шить и не очень удобно. Но все равно быстрее, чем на руках. Теперь прикладываем фермуар и обрезаем пушистую заготовку в размер фермуара. Обрезали края по форме фермуара. Теперь обрабатываем края простым зигзагом. После обработки с краями будет намного удобнее работать. Вставлять фермуар, пришивать, и они при этом не будут махриться. Обработали края зигзагом. Теперь, чтобы ткань легла четко по фермуару без складок, вначале прихватываем фермуар контрастной ниткой. Прихватывать начинаем с середины, а потом прихватываем края и равномерно распределяем ткань по поверхности. Ну вот, мы приладили заготовку к металлической основе. Опытные мастерицы не прихватывают, а пришивают сразу. Я пришиваю фермуар нечасто. Хочу, чтобы не было лишних складок. Здесь нужно равномерно распределить ткань. Где-то можно больше подтянуть, где-то меньше. Обработанные бейкой края нужно спрятать под металлическую основу. Поэтому я лучше потрачу 15 минут и прихвачу нитками, а после уже надежно и капитально пришью. Пришили фермуар к сумке толстыми капроновыми нитками синего цвета. Смотрится довольно хорошо. Обработанные бейкой края завели под металлические крепления. Вот так сумочка выглядит изнутри. Хорошо, что подкладка темного цвета, а нитки практически в цвет ткани, так как бортик у фермуара очень узкий, спрятать под него шов не получится. Этот шов мы дополнительно замаскируем декоративным швом. Теперь сделаем небольшую ручку для сумки. Ручку сделаем из той же бейки, которой обрабатывали швы на сумке. Просто складываем бейку изнанкой внутрь и прошиваем по краям прямой строчкой. Ну вот, что у нас получается. Мы собрали ручку из бейки, поставили на ручку полукольца, так как подходящего карабина с вертлюгами в магазине пока не нашлось. Найду какие-нибудь симпатичные, поменяю. Возможно, сумки еще не достает какого-нибудь элемента, вроде подвески. Мои девочки посмотрят, скажут, доделают. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь, пишите комментарии. Будем творить вместе. Всего вам доброго. До свидания.